Всем привет, дорогие друзья на канале Пейкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «Строй персонажей» из игры GTA 4. Сегодня расскажу про Дмитрия Расколова. Дмитрий Расколов – главный персонаж и основной антагонист GTA 4. Также упоминается в балладу The Lost Demon и балладу Гей Тони. Дмитрий – русский гангстер, эмигрировал в Либерти-Сити вместе с Михаилом Фаустиным. В свое время сотрудничал со многими преступниками, среди которых Рэй Булгарин, Ника Беллик, Джимми Пегарини и Джованни Анчелотти. Он ищет выгоду во всем и не задумывается предать своих друзей и партнеров. Дмитрий родился в СССР в 1969 году. Затем во время Холодной войны вступил в ряды советской армии, где встретил своего будущего соратника Михаила Фаустина. Позднее их обоих сослали в сибирскую тюрьму, где Михаил защищал Дмитрия от других заключенных и неоднократно попыток изнасилования. Также они набили татуировки на ладонях рук, которые означают «братья на всю жизнь». После войны они не стали искать занятий для законопослушных граждан и вскоре начали продавать туристам наркотики прямо на Красной площади. Прибывая в России, Дмитрий был неоднократно осужден за убийство. В середине 1990-х годов он использовал лазейку в иммиграционном законе США и перебрался вместе с Михаилом в Либерти-Сити. Там он продолжил строить криминальную карьеру и был арестован за вымогательство и угон в 1998-2000-х годах, соответственно. Из-за пристрастия к алкоголю и кокаину Михаил окончательно перестал себя контролировать. Дмитрий серьезно подсел на анальгетики и не оставался в своем уме, в отличие от партнера, который со временем стал чересчур жестоким, даже по меркам мафии. Дмитрий же старался поддержать мир в криминальных кругах, чтобы максимализировать прибыль, хотя и прибегал к насилию и запугиванию, если это было необходимо, как вы, если у вас защита. И старался призвать Михаила к порядку и играть по правилам. Дмитрий Расколов – крайне знаменитый персонаж. Он проявлял преданность Михаилу Фаустину и на протяжении многих лет, но неожиданно предал его и использовал Ника, чтобы выйти сухим из воды. Именно Ника в конечном счете столкнулся с кучей проблем и смертной опасностью, связавшись с Расколовым. Хотя он сперва проявил некоторое сочувствие к Роману, в итоге несколько раз попытался убить их с Нико. Похищал его, а затем сжег его квартиру и таксопарк. Можно сделать вывод, что Дмитрий предаст любого, даже самого близкого человека, ради собственной выгоды. Судя по количеству попыток убить Нику, он раздражал Дмитрия больше, чем Роман. Также он был причиной практически всех неприятностей Нико, что делает его главным антагонистом в игре. А когда Нико вновь соглашается работать с ним, если игрок выберет сделку, это приведет только к еще одному предательству со стороны Расколова. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Дмитрий предал всех, о ком известно, с кем работал, кроме Рэя Булгарина. Ниже представлен список известных людей, с которыми Дмитрий был в хороших отношениях, но предал ради своей личной выгоды. Михаил Фаустин, лучший друг Дмитрия, был предан, чтобы Расколов смог спасти от гнева Кенни Петровича после убийства его сына. Также вероятно, чтобы свергнуть Михаила и взять на себя лидерство его группировки.
Ника Беллик, наемник, вероятно, был предан, чтобы Дмитрий мог угодить своему партнеру, Рэй Булгарину, с которым Ника был в плохих отношениях. Однако в дальнейшем Дмитрий на протяжении всего сюжета несколько раз пытался убить Нику, и он над этим старался гораздо усерднее, чем Булгарин. Вероятно, это связано с тем, что Ника был очень опасным врагом для Дмитрия, и тот не мог чувствовать себя в относительной безопасности, пока Ника жив. Джимми Пегарини, только в конце сделка. Партнер. Был предан, чтобы не делать с ним плоды сотрудничества и все оставить себе. Дмитрий, похоже, основан на Сальване Малевском, персонаже, представленном в третьем сезоне сериала «Клан Сопрано». Помимо того, что Дмитрий внешне похож на Малевского, оба являются членами российского преступного синдиката, который работает с мафиозной организацией из Олдерни, Нью-Джерси, для ведения бизнеса. Кроме того, оба служили в армии Советского Союза вместе с близкими другом, который мигрировал с ними в США. Михаил Фаустин в GTA 4, Валерий в клане Сопрано, в котором они впоследствии разочаровались. Дмитрий имеет сходство с Биг Смолком, вторичным антагонистом GTA San Andreas Definitive Edition. Они оба начали роль друзей главного героя. В GTA San Andreas Definitive Edition главным героем является Карл Джонсон, а в GTA 4 Ника Беллик. Потом они показали свою истинную лояльность к другому антагонисту, а затем они исчезли в остальной части игры и не появлялись до ее окончания. Учитывая этот факт, Расколов стал частью Биг Смолка. Также, несмотря на то, что он не появлялся вместе в общем, он не по-прежнему играет большую роль в игровом сюжете на всего его протяжении. Фамилия Дмитрия Расколов – это русскоязычная версия слова «негодяй». Это, очевидно, пятно в личном Дмитрии, так как негодяй – это средний, беспринципиальный и нечестный человек. Его фамилия Расколов неверно, поскольку кириллическая транслитерация будет использовать букву «К» на букву «С». Его фамилия также может быть отсылка к Родиону Раскольникову, главному герою романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Во время перестрелки в миссии «Трагедия Мстителя» у Дмитрия есть 100% брони, а также 200% здоровья, чтобы позволить ему выдержать примерно в 3 раза больше урона, чем обычный враг. Он также вооружен карабиновой винтовкой. Если выбрать вариант «Месть», у него не будет дополнительного здоровья, и у него будет только СМГ. Как и многие другие персонажи, Дмитрий имеет отличительные модели для роликов и игровых последовательностей. Тем не менее, игровая модель Дмитрия несовместима с моделью роликов, в том, что его галстук слит с рубашкой и текстурирован в соответствии с ее цветом. Несмотря на это, различие формы слитого галстука все еще может быть замечено на игровой модели Дмитрия, особенно в миссии «Блюдо», продаваемой Холодным. Однако после того, как Ник убил Дмитрия в этой миссии, галстук не появлялся на трупе Дмитрия. Рамка его очков также отличается черной в роликах и желтой в игре. Если выбрать вариант «Месть», то Дмитрий является одним из двух антагонистов, которые убиты не в финальной миссии, другой Винни из GTA Advance. Дмитрий и Рэй Булгарин являются единственными главными антагонистами во вселенной HD, которые связаны друг с другом. Как и большинство персонажей в игре, Дмитрий будет надевать уникальный шлем, катаясь вместе с главным героем на мотоцикле. Его шлем зеленый, с 2 белыми полосками вдоль висков. Дмитрий единственный главный антагонист в трилогии GTA 4, который не появляется за пределами своей игры. Тем не менее, он упоминается в миссии «Отпуск Роман» в эпизоде «Ballad the Awesome Demon», а также в миссии «Время отправления» в эпизодах «Балладу о Гейтоне», где подтверждается его смерть. Однако в линии «Балладу о Гейтоне», упоминающейся его смерть, не всегда совпадает. При звонке на телефон Дмитрия автоответчик ответит на русском. «Здравствуйте, вы позвонили Дмитрию Расколову. Я сейчас не могу ответить. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение, и я вам перезвоню». В субтитрах английской версии это переводится как «Привет, это телефон Дмитрия Расколова. Я не могу ответить прямо сейчас. Пожалуйста, оставьте мне сообщение, и я вам перезвоню».
Любимые радиостанции Дмитрия — Владивосток ФМ. Дмитрий — редкий вариант популярного русского имени Дмитрий. Традиционно оно используется только в церковнославянском языке, хотя до сих пор применяется, хотя и редко в обычных условиях. Фамилия Дмитрия — Расколов. Это русифицированная версия слова «расчетливый». Это очевидно отсылка к характеру Дмитрия, поскольку расчетливый — этот подлый, беспринципиальный, нечестный человек. Расколов — это неправильная транслитерация, поскольку при транслитерации на кириллицу используется буква «К», а не «Ц». Кузена Дмитрия была девушка Ленни Петровича до его смерти. Возможно, именно поэтому Дмитрий смог заключить сделку с Кенни Петровичем после убийства Михаила Фаустина. В фильме «Миссия» блюдо подается холодным. Расколов говорит по-русски: «Заткни этого балканского хуесоса». Однако актер неправильно произносит «Балкан», как Прибалтика. Дмитрий, Массимо Торини, Рэй Булгарин, Стив Хейтс и Дэвид Уэйнстон — 5 главных антагонистов во всей серии GTA, которые не появляются в начале игры. В сводке Wesels News по радио упоминается, что российский бизнесмен Дмитрий Расколов был задержан полицией, но освобожден без предъявления обвинений, хотя эта новость не связана с событием игры. Возможно, Дмитрий — это сокращенное от Димитар, но Димитар — это преимущественно болгарское и македонское имя, а не русское. Дмитрий, похоже, стал очень влиятельным после того, как взял под контроль банду Фаустина, поскольку ему удалось организовать множество наркоторговцев на острове Чарт и острове Олдерни и стать серьезными проблемой для различных влиятельных преступников и политиков, таких как Джон Гревелли, Бобби Джефферсон и Брайс Докинз. Фамилия Расколов может быть отсылка к Родиону Романовичу Раскольнику. По словам Михаила Фаустина, Дмитрий пристрастился к обезболивающим. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Вы сможете увидеть файлы момент с прохождений. Также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будут реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛСВК. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Дмитрия Расколова из игры GTA 4 подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, как видите, перемешать на ваших экранах. На лайк, колокольчики и подписку на канал. С вами был Михаил с канала Fake Maker.